Китае официально представили AITA M8, но, если честно, интриги тут не было. Его дизайн, оснащение и даже продажи стартовали еще до премьеры. И, похоже, модель зашла. Всего за месяц после старта предварительных продаж набралось более 80 тысяч заказов. На рынок новинка выйдет уже в апреле, а ценник для предзаказа вполне конкурентный – от 50,5 тысяч долларов. Это заметно дешевле, чем у главного соперника Lisyan L9 от 56 300 долларов, который уже неплохо закрепился в сегменте. А значит, у AITA M8 есть отличный шанс перетянуть на себя внимание покупателей, ищущих мощный и стильный кроссовер за более разумные деньги. Будет ли он реально круче Lisyan, узнаем совсем скоро, после выхода на рынок. Бренд AITA появился в 2021 году как совместный проект Huawei и Seres, а уже в 2023 он влился в новую структуру HIMA – автомобильное подразделение Huawei, куда также входят Luxeed, Stellata и Maestro. Так что теперь у IT-гиганта амбиции в автобизнесе еще серьезнее. Теперь к делу. M8 – это уже 4-я модель AITA, следом за топовым кроссовером M9, среднеразмерным M7 и купеобразным M5. Интересный момент. Именно на M9 приходится более половины всех продаж AITA. Так что неудивительно, что новый M8 решили сделать в том же стиле. Хотя, если честно, изначально план был другой. M8 должен был заметно отличаться внешне, но в итоге концепцию пересмотрели и выбрали проверенный дизайн. Так сказать, не ломать то, что и так работает. Итог – кроссовер, который на ступень ниже M9, но все равно выглядит мощно и узнаваемо. Первое, что бросается в глаза – оригинальные фары. Никаких тебе двухэтажных решений. Причем эти фары не просто светят, они могут проецировать изображение на дорогу, а при желании даже устроить световое шоу. Передняя часть машины практически монолитная. Никакой привычной решетки радиатора, вместо нее гладкая пластиковая панель, плавно переходящая в бампер. Выглядит футуристично, но при этом сразу понятно, перед нами статусный, но семейный кроссовер. На крыше прячется лидар. Именно он отвечает за работу продвинутых ассистентов водителя и автопилота. А вот рамки дверей и окна выполнены в матовом стиле. Зеркала классические, зато дверные ручки спрятаны в кузов. И тут инженеры не поленились. Ручки с подсветкой можно открыть дверь как привычным движением, так и легким касанием или даже жестом. Коэффициент лобового сопротивления 0,26 был достигнут благодаря 23 аэродинамическим улучшениям, среди которых активная решетка воздухозаборника. А теперь о корме. Задняя оптика тоже может стать частью шоу, проецируя заранее выбранные изображения. А для удобства посадки тут предусмотрены электрически выдвигающиеся подножки для комфортного входа. И, конечно, колесные диски. Можно выбрать один из 4 дизайнов, как 20, так и 21-дюймовые, как опция за 1400 долларов. Автомобиль будет доступен в 4 стандартных цветах – черный, белый, синий и зеленый, а также в 2 дополнительных цветах – серебристом и бордовом, опция за 1100 долларов. Для этих 2 дополнительных цветов можно выбрать комплект Dark Knight, который включает в себя затемненный логотип автомобиля и другие части кузова. AITA M8 почти как его старший брат M9, но немного компактнее, при этом сохраняет все основные плюсы и удобства. Его длина 5190 мм, ширина 1999, а высота 1795. Колесная база составляет 3105 мм. То есть M8 на 40 мм короче, но по ширине он такой же, а вот по высоте и колесной базе немного уступает старшему брату, всего 5 мм. В зависимости от комплектации вес машины варьируется от 2640 до 2715 кг, а максимальная нагрузка на автомобиль – 500 кг. Что касается шасси, тут все на высоте. Передняя двухрычажка и задняя пятирычажка. И, конечно, не обошлось без пневматической подвески и амортизаторов с бесступенчатой регулировкой жесткости. Все это в стандартной комплектации.
Под капотом у новинки 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 160 сил, который работает как генератор, подзаряжая тяговую батарею, но напрямую не связан с колесами. Колеса же приводят электромоторы. Передний на 224 и задний на 309 сил, и в сумме их мощность составляет 533 лошадиных сил. Младшая версия М8 даже мощнее на целых 40 лошадей по сравнению с М9. Максимальная скорость ограничена на 200 км в час, что для этого автомобиля вполне достаточно. А вот разгон до 100 км в час, скорее всего, быстрее, чем у его старшего брата М9 с его 4,9 секундами. Хотя точных цифр нет, с учетом веса и мощности будет примерно так же или чуть быстрее. Что по топливу? Минимальный расход чуть больше пол-литра на 100 км. Средний расход по версии производителя – 6,5 литра. Теперь про батареи. В зависимости от версии, ее емкость от Kettle может быть 37 или 53,4 кВт-часа. С меньшей батареей на одной электротяге М8 проедет 201 км по международному циклу WLTC, с большей – 310 км. А если батарея и бак полные, то запас хода до 1405 или 1526 км в зависимости от комплектации. А если вам нужно срочно подзарядить батарею, то быстрая зарядка 800-вольтовой системы сделает это за 5 минут, добавив запас хода на 150 км. Дизайн интерьера этого автомобиля сохраняет гармоничную симметричную эстетику М9 и предлагает два варианта салона – на 5 с 2 рядами сидений и на 6 мест с 3 рядами. Цветовая гамма – оранжевый и белый, а если захотите выбрать коричневый или бордовый, придется доплатить $1100. Все оттенки идеально сочетаются с крышей из микрофибры и отделкой из кожи напа и деревянного шпона, создающие атмосферу настоящей роскоши. Если говорить о технологиях, то автомобиль оснащен тройным экраном, который включает 12- и 3-дюймовую панель приборов, 16-дюймовый развлекательный экран переднего пассажира и 15- и 6-дюймовый центральный экран управления. Все это работает на Harmony OS 4, а подключив интеллектуального помощника DeepSeek, то система будет не просто воспроизводить ваши любимые песни или показывать туристические маршруты, но и отвечать на самые сложные вопросы, как настоящая энциклопедия. А за 3-спицевым рулем вас ждет проекционный экран на 68 дюймов. Центральный тоннель, высокий и стильный, скрывает под собой огромную нишу для хранения всего необходимого, а сверху – площадка для беспроводной зарядки смартфонов. 2 подстаканника и вместительный вещевой бокс. Если выбрать 6-местную версию, то можно наслаждаться креслом с функцией невесомости. Его можно разложить на угол 121 градус с помощью одной кнопки. А для полного релакса можно сложить кресло переднего пассажира, настроить проектор с 32-дюймовым экраном, который плавно опускается с потолка, превращая салон в настоящий кинозал на колесах. Второй ряд сидений – это не просто место для пассажиров, а настоящая зона комфорта с подогревом, вентиляцией и массажем. О третьем ряде тоже не забыли. Здесь есть электрорегулировка и обогрев сидений, подстаканники и независимые дефлекторы кондиционера, чтобы каждому было удобно. Чтобы поездка была еще приятнее, в автомобиле есть встроенный холодильник чуть больше 7 литров объема, который поддерживает температурный режим от 0 до 15 градусов, а также может нагревать до 50 градусов. А если вам важен звук, то мощная аудиосистема Huawei с технологией низких частот, а также диффузор Шрёдера превратят этот автомобиль в передвижной концертный зал с качеством звука, как в кинотеатре. Когда речь заходит о багажном пространстве, то с этим у М8 просто полный порядок. В 6-местной версии у вас будет 350 литров, но если сложить 3-й ряд сидений, то вы получаете целых 1280 литров. В 5-местной версии еще интереснее – 976 литров с поднятыми сиденьями и аж 2348 литров, если задний ряд сложить. Есть скрытый отсек на 110 литров для тех мелочей, которые всегда должны быть под рукой. С таким багажником можно смело отправляться в дальний путь или перевозить все, что нужно, без всяких проблем. На борту у М8 есть система вождения Huawei ADS 3.0,
которая оснащена 192-линейным лидаром, который буквально видит все вокруг, 7-миллиметровых радаров, 12 ультразвуковыми датчиками и 11 камерами с высокой четкостью. Система может четко определить не только другие машины, но и пешеходов, а также любые препятствия на пути. На старте продаж AITA M8 в Китае обойдется от 50,5 тысяч до 63 тысяч долларов, что делает его заметно дешевле своего старшего брата. Флагманского гибридного кроссовера M9, чьи цены стартуют с 64,5 тысяч и могут доходить до 74 тысяч долларов. Интересный момент. M8 на деле получается значительно дешевле, но при этом обладает почти теми же характеристиками, что и M9. Но самое интересное, что окончательные розничные цены на AITA M8 скорее всего окажутся ниже заявленных. Это вполне ожидаемо, учитывая особенности китайского маркетинга, где цены часто снижаются по мере приближения к реальному старту продаж. Если вам понравился этот обзор, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео, и оставить комментарий с вашим мнением. Мы всегда рады узнать, что думают наши зрители. Спасибо, что с нами. До следующих встреч на канале.